Привет, физкультурник! Ну что, сегодня мы рассмотрим упражнение на кор. Оно тоже будет у нас гибридное, но оно уже больше работает на наш кор. Это будет два упражнения, которые обязательно, если ты их включишь в свой тренировочный рацион, помогут тебе в твоем укреплении твоего кора. Итак, как всегда, лайк, подписка. Тебе не сложно, мне приятно, а YouTube полезно для продвижения моего видео. Ну что, погнали! Итак, дружище, первое упражнение, которое мы с тобой сегодня рассмотрим, это флур пресс плюс сито. Окей? Я буду использовать одну сегодня гантельку. Это можно также делать и с гирей. Это можно также делать с двумя гирями или с двумя гантелями. Ну, по большому счету, если честно, это можно даже делать с паром или с мешком. То есть с любым весом, который ты можешь держать двумя руками, это тоже можно делать. Принцип работы во всех, неважно, ты одной рукой работаешь, двумя, каким-то большим весом или вот дамбелями, кеттлбелями, которые в разных руках нужно держать. В общем-то разницы никакой, кроме того, что если ты держишь в разных руках веса, это просто больше включает разные мелкие мышцы, стабилизаторы в работу. Вот. Но в общем-то работа в этом упражнении, неважно, что ты держишь, одинаковая. Итак, погнали смотреть. Первое, это флур пресс плюс, как я сказал, сито. Мы лежим на полу, что мы должны делать? Мы выжимаем вверх и вес, встаем в сито, да, и присели. То есть вот такими вот движениями мы работаем. Со согнутыми ногами не очень удобно это делать, поэтому ноги обязательно выпрямляйте, потому что когда согнутые ноги, сесть чуть-чуть сложнее. Ну, может быть, вот так вот в половину согнутых можно, да, оставить, если вам неудобно с прямыми. Но, в общем-то, вот такое движение. То есть тут у нас кроме пресса, конечно, еще и плечо работает, потому что и грудь немножко, и плечо, потому что мы выжимаем. Но весь прикол здесь в том, что когда мы выжимаем и одновременно встаем, мы включаем не только наши прямые мышцы, мы еще удерживаем, скажем, если это вес на одной руке и вес достаточно тяжелый, то есть еще стабилизаторы, хорошо, чтобы тело было ровно, а не сгибалось. То есть тут много стабилизаторов, многие боковые всякие мышцы нашего пресса работают, глубокие и внутрь, и более внешние. Кроме того, естественно, при вставании мы включаем еще и прямую мышцу живота, и еще дополнительные мышцы, которые у нас есть здесь в тазу, которые тоже нужно укреплять, они там работают. Поэтому попробуйте. Очень классное, хорошее упражнение. Обязательно возьмите его на вооружение, друзья. Ну и второе упражнение, которое я хотел себе показать сегодня, это Turkish Get-Up. Окей? И упражнение, которое работает не только на весь твой кор, но также и на кучу разных других мышц, стабилизаторов, которые у тебя есть в теле. Это могут быть, это плечи, это весь твой кор, это ноги, это таз. То есть тут есть очень-очень много упражнений. Хоть это и больше упражнений такое для кора все-таки, но это упражнение, где взаимодействуют очень разных мышц в разных положениях твоего тела, и они должны, эти мышцы, стабилизировать это тело для того, чтобы ты смог сделать это движение полностью как и положено. Теперь, я знаю, что это называется упражнение Turkish Get Up, то есть его многие начинают именно с пола. Мне лично легче и удобнее начинать его со стойки. Окей, в общем-то разницы никакой, просто ты вначале встаешь, а потом ложишься, я вначале ложусь, а потом встаю. Итак, очень еще одна важная вещь, друзья, это упражнение, оно, вот знаете, как с трастерами. Есть очень много людей, которые его ненавидят за то, какое оно из себя. Но если, скажем, грубо говоря, к трастерам я отношусь достаточно прохладненько и не очень сильно их люблю, но делаю, конечно же, вот, то Turkish Get-Up в этом смысле мне наоборот очень нравится, я его очень люблю. Вот, и мой вам совет: старайтесь его делать с максимально тяжелым весом, которым вы можете. Используется обычно гиря. Есть такие всякие приколисты и люди, которые там достаточно сильные, им просто скучно жить, они могут делать это со штангой, с весами, там, держать ее на одной, плюс еще баланс штанги, потому что она длинная, да. Но это уже больше как для прикола и для попробовать свои силы там в разных ситуациях. В общем-то, это упражнение делается с гирей. Итак, друзья, как оно выполняется? Я его показываю, как я делаю, сверху. Держим гирю над головой, рука ровная, желательно как можно ближе к голове, не отодвигать в сторону. Что мы делаем? Если гиря в правой руке, мы опускаемся на левое колено.
опустились. Окей? После этого мы опускаем левую руку на пол, приподнимаясь, удерживаем себя на руке и на ноге, выпрямляем ногу вперед, все время держа гирю над головой. И аккуратно, используя руку, локоть, плечо, ложимся. После того, что мы легли, мы должны встать в обратном порядке. Отталкиваемся как можно вперед, встаем на локоть, руку, приподнимаемся на руке и на ноге, заводим обратно ногу, выпрямляемся и встаем. Если мы работаем с левой рукой, все то же самое, только все наоборот, правая нога работает. И, друзья, что нужно в этом упражнении запомнить? Первое. В этом упражнении очень важно всегда держать. Почему я сказал, что нужно работать? С легкой гирей, когда вы работаете, вы не сильно чувствуете тут работу мышц и вообще, что вы работаете, что-то делаете. Здесь действительно нужно работать с тяжелым весом или почти тяжелым, да, совсем максимальным, там, субмаксимальным. Но вес должен быть действительно тяжелый для вас, и вы должны его хорошо чувствовать. Потому что когда мы держим тут, если мы не чувствуем, что мы напрягаемся, чтобы держать гирю над головой, это уже не то. Вы должны чувствовать, что вы боретесь с ней, что вы заставляете ее стоять. Ваше плечо должно быть активно, всегда двигать, всегда толкать гирю вверх. Оно не должно проваливаться. Вы должны чувствовать, что когда вы опускаетесь на какую-то сторону и вам нужно развернуть чуть тело, гиря всегда ровно над головой, чтобы она у вас не ушла в сторону. То есть все эти детали вот в движении, удерживая все равно руку ровно над головой и гирю ровно над головой, это очень важно. Поэтому вес должен быть тяжелый. Теперь, если у вас легкий вес, также, когда вы ложитесь на пол или встаете уже с пола, с легким весом это сделать, в общем-то, не проблема. Напрягли чуть-чуть пресс, и вы встали. Но когда вес тяжелый, это уже становится чуть-чуть сложнее, а иногда и намного сложнее. Поэтому здесь важен этот вес для того, чтобы мышцы напрягались при работе. Поэтому запомните, всегда используйте максимально тяжелый вес, который вы можете. Даже если вы изначально сможете сделать только 1 или 2 повторения на одну руку подряд, не страшно. Потихоньку усилитесь, окрепните, сможете сделать больше повторений. Даже если вы делаете одну руку, потом вторую, и вам нужен после этого перерыв, не страшно, отдыхайте. Но старайтесь все равно работать с максимально тяжелым весом. Вот такое вот получилось у нас короткое видео сегодня про гибридные упражнения на наш кор. Так что, как всегда, не забывай, обязательно подпишись, поставь лайк. Тебе не сложно, мне приятно. И да пребудет с тобой сила. И увидимся обязательно в следующих видео. Пока.